Можно ли лечиться ветеринарными препаратами? Есть такой популяризатор науки Алексей Водовозов. Он выступает на разных интернет-площадках, на форумах. Его приглашают на форум «Ученые против мифов». В сообществе во ВКонтакте Антропогенез.ру было опубликовано его видео с YouTube канала Наука Про, в котором он рассказал о ветеринарных препаратах, о том, что не нужно лечиться ветеринарными препаратами, то есть препараты для животных это одно дело, для людей другое дело. А, например, если кошке дать парацетамол, то у нее вообще может разорвать печень. То есть он в целом довольно поверхностно рассказал, но не изучил вопрос детально. Например, есть разного рода гельминтозы, такие как, допустим, токсокороз или гидатиозный эхинококоз, которые требуют длительного лечения, особенно токсокороз может лечиться годами, и требуют длительного приема антигельминтных препаратов. Самое мощное на сегодняшний день антигельминтное вещество – это альбендазол. Он выпускается под торговыми марками Нимазол или Сеноксал, что в аптеках можно купить. И стоит порядка 180 рублей за таблетку. Ветеринарный же альбендазол продается по 160-180 рублей за 25 таблеток и имеет, например, торговое название Альбен. То есть экономия между ветеринарным препаратом и человеческим более чем в 20 раз. Конечно, в ветеринарном препарате немного другая дозировка, так, например, в человеческом альбендазоле по 400 мг действующего вещества в таблетке, в ветеринарном альбендазоле 360 мг, но никакой проблемы в делении таблетки быть не может, а если учесть и разницу в цене, то тем более. Главное съедать ветеринарный альбендазол после какой-нибудь жирной еды, как это предписывает инструкция человеческого альбендазола. Так, чтобы общее количество съеденного альбендазола было 400 мг для взрослых. То есть это примерно одна таблетка альбена и еще 1/8, примерно часть от другой таблетки. Подробнее читайте в инструкции к человеческому альбендазолу. Но это не принципиально небольшие различия в дозах. В препарате Альбен нет упоминания о токсокорозе, но это и понятно, потому что Альбен предназначен для сельскохозяйственных животных, а токсокороз – это паразит кошек и собак. И от кошек и собак передается человеку, а человек – это неестественный носитель для токсокар, поэтому в человеке токсокороз протекает в личиночной стадии. Однако в ветеринарных препаратах для кошек и собак то же самое вещество альбендазол. Я написал на завод производителя Альбена, почему у их препарата такая большая разница в цене по сравнению с человеческим альбендазолом. И мне на заводе ответили, что разница в цене заключается в сертификации продуктов. То есть сертификация человеческого препарата стоит дороже, и маркетинг стоит дороже. Вот вы можете почитать их ответ.
Конечно, если у вас есть достаточно денег, вы можете принимать и человеческий альбендазол. Но, к сожалению, в России многие люди достаточно бедные или находятся за чертой бедности и не могут себе позволить тратить по 3,5–4 тысячи ежемесячно. В этом случае ветеринарный препарат для них будет настоящим спасением. Я не зря упомянул о гельминтозах. Дело в том, что у Алексея Водовозова есть видео, которое называется «Паразит такой», в котором примерно на 30-й минуте он советует не особенно беспокоиться о правилах личной гигиены. И в частности привел пример африканских детей, когда у них после лечения гельминтозов антигельминтными препаратами появлялась сыпь на руках. Мол, чтобы сыпи не было, поэтому и не нужно особенно заботиться о личной гигиене. Вообще-то странно слышать от медика, а он военный врач, заявление, что не стоит особенно заботиться о правилах личной гигиены. Логичнее было бы от него услышать, что нужно бороться и с гельминтозами, и с аллергией, которая может возникнуть после лечения гельминтоза. А если судить о его словах, то возникает впечатление, что пусть дети болеют гельминтозами, а гельминтозы, как я уже сказал, могут быть очень опасными, лишь бы у них сыпи на руках не было. Я не исключаю, что у Алексея Водовозова много полезных видео, много полезных советов. Но даже если на 10, 20, 30, 100 советов есть один совет, который может нанести серьезный вред здоровью или тем более привести к летальному исходу, то, на мой взгляд, это недопустимо. Я надеюсь, что Алексей Водовозов больше не будет давать вредные советы в своих выступлениях и в своих видео. В заключение можно посоветовать всем людям соблюдать правила личной гигиены, мыть руки как можно чаще. Если у вас есть домашние животные, мойте домашних животных. Давайте домашним животным, особенно в весенний, летний период, антигельминтные препараты для профилактики. И следите за чистотой своих детей. Не болейте.